Всем привет! Меня зовут Земфира. Добро пожаловать на канал The Handmade. Это третья часть видео мастер-класса по вязанию вот такого вот дракончика. Начнем вязание ножек, хвостика, туловища и головы одной деталью. Берем плюшевую пряжу основного цвета, основной крючок и набираем 5 воздушных петель. Ножки вяжутся до 9 ряда точно так же, как у чебурашки. 2, 3, 4, 5. Далее в обратную сторону по цепочке, начиная со второй петли от крючка, вяжем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. В крайнюю петлю провяжем 3 столбика без накида. 1 столбик без накида, туда же вяжем второй столбик без накида и туда же третий столбик без накида. Далее вяжем по второй стороне цепочки также 3 столбика без накида. 1, 2, 3. И в крайнюю стеночку петли провяжем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Провязали первый ряд. В этом ряду у нас должно получиться 12 петель. Новый ряд можно отметить маркером. Следующий ряд второй. В этом ряду вяжем так: 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Далее вяжем 3 прибавки подряд. Провязываем в одну петлю по 2 столбика без накида. И повторим так 3 раза. Далее вяжем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Далее вяжем одну прибавку. И в конце ряда вяжем еще 1 столбик без накида. Итоговое количество петель в этом ряду у нас должно получиться 16. Отмечаем новый ряд. Следующий ряд третий. В этом ряду вяжем так: 5 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5. Далее вяжем 2 прибавки подряд. Первая прибавка, вторая прибавка. Далее вяжем 6 столбиков без накида. 2 и 6 столбик без накида. Далее вяжем 2 прибавки. Первая прибавка, вторая прибавка. В конце ряда вяжем 1 столбик без накида. Итоговое количество петель в этом ряду должно получиться 20. Следующий ряд четвертый. Этот ряд мы будем вязать за перегородки между петлями. Провяжем 20 столбиков без накида. Это у нас лицевая сторона, вот это изнаночная. В первую петлю крючок заводим с изнаночной стороны и выводим на лицевую сторону. Далее идет вторая петля, заводим крючок в нее с лицевой стороны и выводим на изнаночную сторону. Вот она перегородочка между первой и второй петлями. За эту перегородочку мы провяжем первый столбик без накида. Далее вяжем второй столбик без накида за перегородку между петлями. Заводим крючок с изнаночной стороны во вторую петлю, выводим на лицевую сторону. Далее идет третья петля, заводим крючок в нее с лицевой стороны, выводим на изнаночную сторону. И вот она перегородочка между второй и третьей петлями.
За эту перегородочку вяжем второй столбик без накида. И еще один раз показываю. Вяжем третий столбик без накида, заводим крючок в третью петлю с изнаночной стороны, выводим на лицевую. Далее заводим крючок с лицевой стороны в четвертую петлю, выводим на изнаночную сторону крючок. И вот она перегородочка между третьей и четвертой петлями. За нее мы провяжем третий столбик без накида. И так вяжем до конца ряда. Вяжем 20 столбиков без накида. Последний 20 столбик без накида вяжем за перегородку между 20 петлей 4 ряда и первой петлей 5 ряда. Провязали, новый ряд отметили, следующий ряд 5. Этот ряд мы вяжем без изменения и, как обычно, за обе стеночки петель вяжем 20 столбиков без накида. Провязали, новый ряд отметили, следующий ряд 6. В начале ряда вяжем 3 столбика без накида, 2, 3. Далее вяжем 5 убавок подряд, провязываем по 2 петли вместе за передние стенки и повторим так 5 раз. Вторая убавка и 5-я убавка. Далее вяжем 7 столбиков без накида. Итоговое количество петель в этом ряду должно получиться 15. Провязали, новый ряд отметили, следующий ряд 7. В начале ряда вяжем 2 столбика без накида, далее 3 убавки подряд. Первая убавка, вторая убавка, третья убавка. До конца ряда вяжем 7 столбиков без накида. Итоговое количество петель в этом ряду должно получиться 12. Провязали, новый ряд отметили, следующий ряд 8. Этот ряд мы вяжем без изменения, 12 столбиков без накида. Провязали, следующий ряд 9. Вяжем 1 столбик без накида, вытягиваем слегка петлю и рабочую нить отрезаем. Я ее тоже отрежу, это тоже я вяжу первую ножку. В начале первой части, там где я говорю о необходимых материалах для вязания данного дракончика, я забыла вам сказать, что понадобится 2 вот таких вот пластиковых овальчика размером 3,5 сантиметра на 4,5 сантиметра. И их обязательно, эти края, обработать нужно огнем, чтобы они не были такими остренькими. Вот я обработала, но у меня впервые получились такие черненькие края. Я уже помыла это все с мылом, следов не остается. Ну, я не знаю, почему в этот раз пластик потемнел от огня. Такие кружочки я вырезаю из коробочек, из-под ватных палочек. Далее ставим один пластиковый овальчик в ножку, следим за тем, чтобы начальный хвостик, вот этот вот, не собрался внутри комочком, иначе будет небольшой бугорочек на подошве. Наполним ножку наполнителем. Далее всю игрушку можно будет наполнять достаточно плотно, но в то же время нужно соблюдать норму, чтобы игрушка не получилась каменной и тяжелой. Хвостик можно наполнить средней плотности, чтобы он был более таким гибким. Вторую ножку вяжем точно так же до 8 ряда включительно. Вставляем пластиковый круг, наполняем наполнителем. И далее в 9 ряду вяжем не один столбик без накида, как вязали по первой ножке, а по второй ножке мы провяжем 9 столбиков без накида. Один, 2, 3 и 9.
Далее вяжем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Берем первую ножку, петелечку эту затягиваем и присоединяем ко второй ножке. Вот так вот проведем 2 петелечки сквозь друг друга. Далее по первой ножке мы вяжем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Далее вяжем 6 прибавок подряд. Провязываем в одну петлю по 2 столбика без накида и повторим так 6 раз. Далее до цепочки из 4 воздушных петель вяжем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Маркер в первой ножке можно снять. Далее вяжем по цепочке 4 столбика без накида. Для начала введем крючок вместо соединения цепочки с ножкой. Протягиваем рабочую нить. Далее подхватим стеночку петли по цепочке. Сквозь нее тоже протягиваем рабочую нить. На крючке у нас 3 петли, провязываем их вместе. Далее по цепочке вяжем второй столбик без накида, третий, и в четвертую петлю по цепочке заводим крючок, протягиваем рабочую нить, далее заводим крючок вместо подъема цепочки из 4 воздушных петель, протягиваем рабочую нить, на крючке у нас 3 петли, провязываем их вместе. Это мы делаем для того, чтобы при наполнении наполнителем игрушки в данных местах не образовались ненужные отверстия. Далее вяжем 1 столбик без накида. Далее 6 прибавок подряд. Маркер этот можно снять, мы потом добавим маркер в нужном месте. Далее до цепочки вяжем 5 столбиков без накида. 1, 2, 5. По цепочке за стеночки петель, которые у нас еще остались пока не задействованными в вязании, за них мы провяжем 4 прибавки подряд. Первая прибавка и 4-я убавка. Далее можно будет отметить новый ряд. Теперь начало ряда у нас будет идти именно с этого места. Общее количество петель у нас должно получиться 48 со всеми прибавками. Следующий ряд 10-й. Этот ряд мы вяжем без изменения. 48 столбиков без накида. Провязали, новый ряд отметили, следующий ряд 11. В этом ряду в начале ряда провяжем 14 столбиков без накида. 2, 3, 4, 14. Далее вяжем 12 воздушных петель. 1, 2, 3, 11, 12. По туловищу пропускаем 12 петель, я их уже отметила. И в 13 петлю вяжем столбик без накида. Провязали и до конца ряда вяжем еще 21 столбик без накида. Провязали, новый ряд отметили, следующий ряд 12. Этот ряд мы вяжем без изменения, 48 столбиков без накида, 12 из которых мы вяжем по цепочке.
Провязали, новый ряд отметили, следующий ряд 13. В начале этого ряда вяжем 15 столбиков без накида, 1, 2, 3, 13, 14, 15. Далее вяжем 10 воздушных петель, 1, 2, 3, 10. По туловищу пропускаем 10 петель, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И в 11 петлю провязываем столбик без накида. И до конца ряда провяжем еще 22 столбика без накида. Провязали, новый ряд отметили, следующие 6 рядов вяжем без изменения, в каждом ряду по 48 столбиков без накида, с 14 ряда по 19 включительно. Вот в этом 14 ряду 10 столбиков без накида мы вяжем по цепочке, как вязали в 12 ряду. Провязали. Далее маркерами надо будет отметить петли убавками. Сделать это так, чтобы все было равномерно. Итак, на животике ровно посерединочке мы сделаем 4 убавки и по бокам по 6 убавок. Я для себя маркерами отметила петлю убавок животика. Мы сделаем 4 убавки на животике, и для этого нам понадобится 8 петель. Следующий ряд по счету 20, и в этом ряду я провяжу так. В начале ряда провяжу одну убавку на животике, и остальные 3 убавки животика я провяжу уже в конце 20 ряда. Вот он у меня маркер, который отмечает новый ряд. У вас, возможно, будет немного отличаться, так как не у всех совпадает натяжение рабочей нити с моим натяжением. Кто-то вяжет слабо, кто-то плотно, кто-то еще плотнее и так далее. Поэтому, если у вас это не совпадает со мной, то тогда будете уже высчитывать самостоятельно. И по бокам надо будет отметить по 12 петель. На боках мы провяжем с каждой стороны по 6 убавок. Итак, начинаем вязать 20 ряд. В начале ряда вяжу одну убавку из 4 убавок животика. Далее промежуток между убавками животика и боков будет 2 столбика без накида. 1, 2. И далее начинаю вязать 6 убавочек на боку. Провязала 6 убавок. Далее по спинке вяжу 12 столбиков без накида. Это промежуток между боковыми убавками. Далее вяжу 6 убавок на левом боку игрушки. Далее 2 столбика без накида. И до конца ряда вяжу 3 убавки на животике. Провязали, новый ряд отмечаем маркером. В этом ряду со всеми убавками общее количество петель у нас должно получиться 32. Следующий ряд 21. Этот ряд мы вяжем без изменения. 32 столбика без накида.
и продолжим наше вязание уже в следующей части. Поэтому, кто не подписан на мой канал, предлагаю подписаться, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить 4-ю часть видео мастер-класса «Дракон Мэй». Всем спасибо большое за вязание вместе со мной. Всем пока-пока!